Всем привет! Добро пожаловать снова во вселенную BTS. Сегодняшнее видео откроет то, о чем еще никто никогда не говорил. Тэйхён приехал на Bentley Flying Spur, держа в руках новый iPhone 17 Pro Max, и создал момент, от которого весь аэропорт буквально замер. Думаете, это просто очередная новость о знаменитости? О нет, то, что произошло дальше, заставит вас сказать «это безумие». Ким Тэйхён действительно находится на совершенно другом уровне. Задержите дыхание, не пролистывайте, не переключайтесь, потому что то, что вы увидите сегодня, изменит ваше представление об успехе, элегантности и самом образе Ким Тэйхёна. Богатый, успешный и недосягаемый Ким Тэйхён снова потряс мир. В свободном коричневом свитере, в черной маске и с немного растрепанными, но по-прежнему чарующими волосами Тэйхён приветствовал фанатов своим фирменным знаком – V-Sign. Да, это он, Ким Тэйхён, более известный как V из BTS. 12 ноября 2025 года международный аэропорт превратился в море криков, слез и восторженных вздохов. И все из-за одной простой вещи. Тэйхён появился в тишине, полной роскоши. По данным авторитетных корейских фэшн-медиа, Ким Тэйхён прибыл в аэропорт на новейшем Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тысяч. Не просто автомобиль, а символ высшего класса. Сияющий черный кузов, салон из светло-грилевой кожи и персональная АИ-система на панели. А в его руке iPhone 17 Pro Max Silver, выпущенный всего месяц назад. Все в его образе словно говорило: «Мне нечего доказывать, я уже на вершине». Когда он вышел из машины, фотографы рванули к лучшему месту, охрана выстроилась плотной стеной, а фанаты едва удерживали эмоции. Но вместо того, чтобы быстро пройти мимо, Тэйхён мягко улыбнулся, слегка поклонился и помахал рукой. Затем двумя пальцами сформировал свой фирменный знак V. Маленькое движение, но эффект как буря. Однако самый трогательный момент был не о роскоши, а о человечности Ким Тэйхёна. Он попал на видео, смеясь и шутя со своим новым менеджером, мужчиной в черной куртке и серой кепке. Тэйхён в своем огромном темно-коричневом свитере поднял шарф и изобразил смешную детскую позу. Атмосфера сразу потеплела, а фанаты, которые наблюдали издалека, закричали от восторга. Но один момент затмил все остальное. Мальчик и настоящее чудо. В толпе стоял маленький мальчик лет 7, держа отца за руку и глядя на Тэйхёна широко открытыми глазами. Он словно осознал, что человек перед ним не просто лицо с экрана, а живой. Тэйхён заметил его взгляд, остановился на мгновение и тихо помахал рукой. Мальчик прикрыл рот, ладонью его глаза блестели от слез. «Я видел Ким Тэйхёна своими глазами», – прошептал он. «Он реальный». Этот момент мгновенно стал вирусным. 11-секундный клип набрал более 23 миллионов просмотров за 5 часов в X и Instagram Reels. Пользователи писали: «Он не просто идол, он духовный опыт». Затем произошел спонтанный момент, заставивший всех улыбнуться. Одна молодая репортерша подошла и тихо спросила: «Ким Тэйхён Си, вы ели вчера паприку, ведь вчера был день паприки?» Тэйхён сначала растерялся, посмотрел на телефон, проверил дату и рассмеялся. «Правда, сегодня уже 12-е, значит вчера, да?» Эта простая улыбка заставила весь аэропорт замолчать. Теплая энергия, исходящая от него, словно обнимала всех вокруг. Когда он направлялся к вип-зоне, фанаты заметили еще одну деталь. Тэйхён выглядел очень близким со своим ассистентом. Они шли рядом, тихо подсмеиваясь, будто давние друзья. Источник из Hype сообщил, что новый ассистент примерно одного возраста с ним, и они быстро нашли общий язык. Он наконец-то встретил человека, с которым может говорить без дистанции, сказал источник. Они часто шутят о кофе, винтажной музыке и мелочах. И это видно по их языку тела. Он не просто суперстар, а молодой человек, наслаждающийся простыми разговорами посреди вспышек камер. Эта поездка не просто отдых. Тэйхён выполняет официальную миссию с брендом Турдер.
корейским косметическим гигантом, покоряющим мировой рынок. Согласно официальному заявлению Turder Global от 11 ноября 2025 года, Ким Тэ-хён посетит открытие поп-ап-стора Turder в Лос-Анджелесе 15 ноября 2025 года по адресу 8175 Melrose Avenue, одному из самых престижных модных районов мира. Журнал Vogue Korea назвал это событие глобальным моментом, показывающим, как одна знаменитость может переопределить направление международного бренда. И кто главный герой этого события? Конечно, Ким Пхе-хён, глобальный амбассадор, которого встречает как истинного короля кей-поп. Слитые фото от фанатов показали, что Turder подготовил эксклюзивную зону в стиле Royal Elegance, стены, украшенные его портретами, теплое золотое освещение и белые розы, символизирующие искренность и утонченность. Бренд даже выпустил лимитированный парфюм V Scent The Essence of Calm. Всего 700 флаконов по всему миру стоимостью около $480 каждый. Все раскуплено за 4 часа. Это и есть эффект Тэ-хёна, не просто маркетинг, а экономическое и культурное явление. Согласно Forbes Korea, ноябрь 2025 года сотрудничество Turder Тэ-хён увеличило доход компании на 370% за последние 2 квартала, а акции Turder на бирже Косдак выросли на $14 миллионов за неделю после анонса. Forbes написал: «Он не просто лицо бренда, он сама экосистема». В социальных сетях все внимание приковано к нему. Хэштег #VinLA стал трендом в 27 странах всего за 2 часа после его появления в аэропорту. Фанаты по всему миру писали: «Он появился как ангел среди толпы. Ким Тэ-хён не идет, он парит. Его аура нереальна». Другие добавляли: «Он становится красивее с каждым днем. Это несправедливо по отношению к человечеству». Но за всей этой роскошью Bentley, iPhone и Turder миллионы людей любят его не за богатство и славу, а за искренность. Он остается вежливым, теплым и скромным. Даже в окружении тысяч камер и криков фанатов он находит мгновение, чтобы заметить ребенка и подарить ему улыбку. Именно поэтому мир замирает, когда произносят его имя. Фанаты по всему миру писали со слезами на глазах: «Я плакал, видя видео, он такой нежный, как свет, который успокаивает». Другие писали: «Этот ребенок счастливчик, он видел живого ангела». Некоторые обсуждали: «Богатые тоже люди, но Тэ-хён другое. Он живое искусство». Ноябрь стал символом возрождения Тэ-хёна, которое медиа называют Тэ-ренессанс, возрождение образа корейского мужчины, элегантного, загадочного и благородного. Как написал The Korea Herald, он больше не просто V из BTS, он сам бренд. Тэ-хён не следует за трендами, он их создает. И когда он спокойно прошел через аэропорт, мир понял — грядет что-то большое. Когда мир останавливается только чтобы посмотреть на него, одно фото, один момент, одна улыбка — этого достаточно, чтобы время замерло. Ким Тэ-хён приходит с тихой роскошью, естественной грацией и аурой, которую невозможно повторить. Его Bentley всего лишь транспорт, его iPhone всего лишь инструмент, но его сердце, его видение и то, как он относится к людям — вот что делает его больше, чем просто звезда. Так что, любители Тэ-хёна, готовьтесь к 15 ноября 2025 года, потому что Лос-Анджелес увидит нечто, чего еще никогда не было. Каждый раз, когда Ким Тэ-хён делает шаг, мир замирает, чтобы просто посмотреть. И вот он, дорогие поклонники Тэ-хёна, момент, когда весь мир задержал дыхание ради одного имени – Ким Тэ-хён. От его улыбки в аэропорту до изящной походки на мероприятии Turder в Лос-Анджелесе все это доказывает одно – он не просто идол, он феномен, который случается один раз в жизни. Вы сами видите, как каждое его движение наполнено смыслом, как каждый взгляд заставляет миллионы людей снова и снова влюбляться. Сегодня мы стали свидетелями новой эры Тэ-хёна, эры, где роскошь и искренность идут рука об руку. А теперь я хочу знать ваше мнение. Какой момент Тэ-хёна сегодня стал вашим любимым? Вы команда «Элегантный Тэй» или «Cute and Sweet Тэй»?
Пишите в комментариях, я прочитаю все. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы первыми узнавать все новости о визуальном короле мира Ким Тэйхёне.